Sen katılıyorlar. Adamlar skiknem. Ondan sonra skiknem söyleyeceğim buldum. Skiknem. Просто can't me. Это удивительно подорожев. Можно ли потерять какие миллионы не менять? То не знаю. Долларов в Китае что по-моему, да, можно. А может нет. Фиг знает. Не знаете, что можно не копать. Знаете. Я не знаю, можно ли потом нет. Пойди, да. Я не знаю, купить какая-то пацана, какой мистики победитель. Пикать на бусти, комиссионер. Парень. Всякие везде на... Это видео, помогли. Погнали, погнали. А давай так поехали. Привет. Это Дженнет. Извините, я взломала ролик, чтобы сказать, что мой блог Яндекс.Дзен находится в описании. Спасибо за внимание. Привет. Ты как-то твой поехали не сделал. Все петры надо поехали. Можно ли потратить $1 миллиард за 24 часа? Видите ли, вчера я смотрел видос про сравнение размеров денег. Вот так выглядит $1 миллион. И в GTA 5 его можно растренькать меньше, чем за 5 секунд. Подумаешь, а вот так выглядит $1 миллиард. И судя по твиту от Rockstar, такую сумму невозможно потратить в синглплеере за 24 часа. Или можно? Знаете, будь у меня миллиард, я бы потратил его на самое важное – на семью. Поэтому в первую очередь я куплю всю недвижимость в игре. Гольф-клуб. Теперь я смогу бесконечно катать шары и бесплатно кататься на гольф-каре сколько захочется. Ну, по-моему, 150 лямов как-то многовато, но мы должны все это слить. Свалка машин, на случай, если мне придется избавляться от конкурентов. Свой личный такси-сервис, дабы не выслушивать очередную офигенную историю таксиста, как у него есть яхта и бизнес, а таксует он ради прикрытия, чтобы никто не узнал, что он Бэтмен. Парковка для вертолетов, парковка для моих катеров, парковка для моих машин, ангар для самолетов, гачи-бар. Потому что мужская дружба — это святое. Видите ли, остальная недвижимость находится на другом конце карты. И мы же не будем как нищие там на такси или на автобусе туда добираться. Не-не-не-не-не. Нам нужен личный самолет. Я решил купить все, что только можно. Золотой, черный, белый, розовый. Ты просто назови, у меня это есть. И я же не буду сам его пилотировать, верно? Разумно будет нанять пилота. Я глянул цены, и одна поездка на личном самолете на горючее тратится $8-9 тысяч. Иметь личного пилота с едой, стюардессами, парковкой в аэропорту и т.д. и т.п. Один полет обходится в $35 тысяч. Что не так уже много. Погнали! Прилетев на другой конец карты, я приобрел деревенский клуб, байкерский клуб и док с подводной лодкой, с которого можно наблюдать за подводной жизнью и смотреть вблизи на моих критиков, моих завистников. И вдруг мне пришло сообщение от экологов, типа: «Вы один из самых богатых бизнесменов в Лос-Антосе. Вы обязаны тратить деньги на сохранность природы». Как это чудило узнало, что у меня есть деньги? Значит, другие челики тоже знают, что у меня есть деньги. А значит, мои завистники могут отправить ко мне Хитмана, дабы свести со мной счеты. Поэтому мне нужен картель с охраной. Я купил 2 бронированных гелика по $500 000 и нанял 16 охранников. 7 из которых будут следить за мной постоянно, а остальные будут следить за домом, когда я буду сладко спать. Я посмотрел цену на охранников по России, который может устранить Хитмана на случай, если он нападет. И один охранник стоит $300
340 тысяч рублей, или же 4200 баксов. 4200 по 16 — это О. 67 тысяч долларов. Ну и на всякий случай я купил всю тяжелую технику. Танки, самолеты, корабли. Ну и чтобы всем этим управлять, мы с пацанами залетели в War Thunder. Ведь в бесплатном многопользовательском онлайн-экшене War Thunder вы можете... Ну да, да. испытать на... Это куда велика, Мадам. Стоп. Ну и куда же без новых карт? Для наземных боев теперь воздушное сражение с ней погрузит в описании легендарных немецких танков, 3 премиумные машины в но поспеши забрать их, так как сезон... О. Но, кажется, я что-то не учел. Вот представьте ситуацию. Я сладко сплю, моя охрана следит за порядком, но откуда ни возьмись, появляется Хитман и мокает всех моих челиков, а после этого добирается и до меня. Все могло сложиться иначе. Будь у меня, например, РПГ. Охрана — это, конечно, круто, но нам просто необходимо иметь оружие. Поэтому я купил абсолютно все виды оружия, которые есть. При этом с золотым покрытием. До меня только сейчас дошло, почему я еду как бичара на краденом Фольксвагене. Я решил купить все машины, вертолеты, лодки и велики и вообще весь транспорт, который есть в игре. И вдумайтесь, чтобы в GTA Online купить все это, вам потребуется реальные 3800 долларов. Но в игре мне это обошлось всего 197 миллионов долларов. Но, увы, я не могу уместить их все в гараже. Поэтому я покупал, потом снимал с гаража, иногда взрывал, иногда тупо дарил прохожим, иногда спускал с горы, а потом покупал новые. Кстати, совсем забыл. У меня установлен мод на реальную жизнь. И видите ли, я могу купить абсолютно все доступные дома в игре. А в игре, как вы можете заметить, много. Очень много. Поэтому, если бы это была реальная жизнь, я бы купил всем моим родственникам по дому. А у меня их много. Очень много. В итоге мне это обошлось в 234 миллиона долларов. Ну блин, у меня все еще 362 ляма. И всего 10 часов, чтобы их потратить. Я решил заняться собой. Из-за того, что у меня установлен мод на реальную жизнь, я могу ходить в джим и качаться. И теперь нам нужно круто одеться. Я решил купить всю люксовую одежду, которая есть. Все костюмы, все бархатные тяги, все сережки. И да, у меня есть корабль, так что вопросы. А с другой стороны, я же не буду ходить в костюме по дому. Поэтому я пошел в обычные магазы одежды и купил там всю одежду, которая есть. И которую я никогда не буду носить. Но наша задача все профукать, поэтому пофигу. И у меня закончилась фантазия. Ну типа, куда еще можно потратить 330 лямов в GTA 5? Да и в реальной жизни. Супер яхта. С максимальной прокачкой и со всеми модификациями. У вас тут и свой бармен, и друзья, и даже стоянка для вертолета. Минус 23 ляма. Кстати, я совсем забыл о модификациях. Я же могу прокачать весь транспорт, который у меня есть. Это было тупо. Я потратил на это 3 часа, и у меня в запасе всего 7 часов. Ну, правда, выложил за это 15 лямов, что тоже неплохо, но это слишком медленная трата денег. И знаете, я сейчас начал ощущать себя как создатель Майнкрафта. Кстати, кто не в теме, на днях я смотрел видос под названием «Грустный, одинокий и 2,5 миллиарда долларов». Короче, Microsoft купили у создателя Майнкрафта Майн за 2,5 миллиарда, и чел начал делать то же самое, что делаю сейчас я. Но только в реальной жизни. Покупал все самые дорогие дома, все самые дорогие машины. И спустя год такой жизни он начал писать в Твиттер, как же ему все это надоело и как же сложно тратить большие деньги. Ведь когда ты можешь купить все, что угодно, тебе ничего не приносит радости. И у меня сейчас то же самое. Я хз куда потратить 292 ляма. Если только... Акции. Я про них совсем забыл. Я зашел на сток-маркет и купил акции на 250 миллионов долларов. И нам нужно чуток времени, чтобы глянуть, что с деньгами. И да, спустя 2 часа мы все это профукали. И нам остается потратить всего 42 миллиона долларов. И у нас всего в запасе 3 часа. Блин, было бы прикольно, если бы я мог, как в RDR 2, дать их на благотворительность или там задонатить на общий бюджет семьи. Я думал, может мне специально портить свой транспорт, чтобы потом купить новый. Но, увы, проблема в том, что сколько бы раз я не взрывал те же самые самолеты, они не пропадают, его заново можно заспаунить. И купить новый нифига не получится. А потом я вспомнил, что стоп, с машинами-то это не работает. Поэтому я из своего
своего гаража вынул все 4 машины, один взорвал, другой утопил, третий выкинул с горы, четвертый отдал бездомному и купил еще 4 Z-Type за 10 лямов. Потом прокачал их до максимума, и того мне осталось чуть больше 10 тысяч долларов. Поэтому их нужно потратить как можно скорее. Я больше ничего существенного купить не могу, посему прошвырнемся по дешевым развлечениям. Я купил все маски на пирсе. О, вот этот с костюмом прикольно смотрится. Потом пошел на американские горки, потом на колесо обозрения, решил поиграть в дартс, и чтобы потратить как можно больше, я поехал на другой конец карты на такси. Подался местной дамочке, вернулся на такси обратно в Лос-Сантос, и на этот раз погамал чуток в гольф. И у меня осталось 5002 доллара. И мне в голову пришел гениальный способ закончить с блеском этот челлендж. Я собрал всех своих верных воинов, вооружил их до зубов, и мы отправились сражаться с балласами. Полностью отбив район, у меня появилось 5 звезд, и грех не заюзать все, на что я потратил деньжата, на копах. Мы сражались сначала в воздухе, потом на земле. Я потерял пару своих верных воинов, потом и в океане, и на суше, и в конце-то концов меня нокнули. Возродившись в больнице, с меня взяли 5000, и у меня ровно 10 минут, чтобы потратить 2 бакса и завершить наш челлендж. Я стрел машину и отправился на пирс Санта-Моники. Ну и логично будет отпраздновать нашу победу с газировкой за $1. За ваше здоровье и за мое очко. Еще по одной. Есть! И у нас в запасе еще 2 минуты. И теперь я официально доказал, что я могу потратить $1 миллиард за 24 часа. Найс. Нормально. Когда этим хочется? Окей. Вот так вот потратить $1 миллиард долларов. Лайком, смотрите. Пока, пока. Пойдем смотреть видео. Да, я могу, да. Потому что берете это очень интересно. Секрет для будь у нас транзита. Пока.